Покрытие карбон, яркий дизайн, минимальные габариты, заявлена зарядка с 0 до сотки за 96 минут. К сожалению, не является правдой, но максимально приближена к истине. Это первая банка с быстрой зарядкой для телефонов BBK, Oppo, Vivo, Realme и OnePlus. Мой Realme 7 5G и OnePlus 7T Pro заряжал просто молниеносно. Правда, для этого, конечно, вам понадобится адаптер с поддержкой Dart Charge на 30 Вт, чтобы зарядить сам Powerbank быстро. Поддерживаются протоколы Warp, VOOC, Power Delivery, QC и еще много всего. При этом все это работает. Сейчас я вам быстро о нем расскажу с результатами замеров. Cube 800, всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, ежемесячно я разыгрываю 5 Mi Band 5 серии за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Конкурсов под конец месяца всегда много, все условия в описании. Сейчас в розыгрыше есть еще беспроводные наушники Vivo и 2 экземпляра наушников Mixsider E9 Pro. А теперь я расскажу вам о Powerbank концерна BBK. Realme 30 Вт Dart Charge Powerbank на 10 тысяч мАч. Упаковка, все максимально просто. Как свои банки пакует ZMI за $9, так и свои банки Realme за 30 пакует. В комплекте Powerbank, кабель для зарядки и инструкция. Инструкция полностью на русском языке. Информацию имеет исчерпывающую. Упаковка клеем не пахла, но если принюхиваться к Powerbank, что довольно странно, но возможно, клеем пахнет от него довольно прилично. Размеры Powerbank вы видите на экране, как и вес. 14,7 см на 7,3 см, и в толщину он всего 1,3 см. Кабель для зарядки USB Type-C, USB-A длиной 27,3 см. Габариты очень комфортные. Карбоновая поверхность бывает двух расцветок. Конечно же, всем интереснее желтая, чем черная. Теперь сходу с минусов. Набор портов в банке скромный. USB-A, USB-C. При этом каждый может обеспечить 30 Вт при подключении заряжаемого устройства, но только при условии, что используется лишь один разъем. Если подключить что-либо сразу к двум портам, суммарная мощность составит лишь 25 Вт. Сам Powerbank заряжается с максимальной мощностью 30 Вт, используя USB-C как вход. На полную зарядку в идеале уходит 96 минут по заявлению производителя. По факту комплектная зарядка от OnePlus 7T Pro, которая как раз на 30 Вт, банка у меня заряжалась с 0 до сотки за 1 час 47 минут комплектным проводом. OnePlus 7T Pro за 59 минут Powerbank зарядил на 89%. Кстати, в инструкции указано, что Power может заряжать ноутбуки через вход Type-C. Я не знаю какие, потому что работать ноутбук, по-моему, никакой не может от 30 Вт, но это с одной стороны. С другой стороны, в выключенном состоянии мой ноутбук от Xiaomi заряжался данным Powerbank, хотя очень медленно. В банку при первой зарядке залилось 7900 мАч, второй раз уже 8360 мАч. В последующем больше не заливалось. 4 диода свидетельствуют об оставшейся емкости, режиме зарядки и режиме активации зарядки малыми токами. Про выходную емкость. Она здесь не превышает 6200 мАч. Да, потери просто лютые, но в то же время в инструкции указано именно это значение. Поэтому с производителя в данном случае взятки гладкие. Кратко, полного заряда банки хватило ровно на полный заряд OnePlus 7T Pro и на 49% заряда Realme 7 5G. При том, что у OnePlus 7T Pro аккумулятор уже довольно просевший. Разумеется, у Power есть функция зарядки малыми токами для ваших браслетов, наушников и умных часов. Активируется она двойным тапом, деактивируется кнопками или автоматически выключается через 2 часа. Разумеется, защиты от влаги нет. 30 Вт, как вы понимаете, будут доступны не всем. Само устройство поддерживает быстрые зарядки концерна BBK, то есть Dart, VOOC и Warp, а также стандарт USB Power Delivery и Qualcomm Quick Charge. Владельцы смартфонов сторонних брендов без технологий, входящих в перечень, могут рассчитывать только на 18-ваттную зарядку. Разумеется, на борту 15 уровней защиты цепи, что неудивительно. Различные варианты работы подробнейшим образом описаны в инструкции. Обидно, что зарядка не на 60 Вт, потому что некоторые телефоны поддерживают уже и 60 у тех же BBK. Цена по ссылке в описании к видео на данный момент $29 с бесплатной доставкой для Российской Федерации. В глобале цена дороже, можете посмотреть. Если будут промики или более выгодные предложения, скину в мой телеграм-канал с именными промокодами и скидками для Али по ссылке в прикрепленном комментарии. Резюмирую, советую владельцам телефонов концерна BBK. Вам особо и выбирать не из чего. Ценник, конечно, конский. После $9 за Powerbank ZMI меньших габаритов той же емкости, это дело осознавать тяжело. Если хотите обзор на эти ZMI, я их купил 2, один разберу для вас. Или обновленный позитивный обзор на OnePlus 7T Pro в 2021 году через год эксплуатации. Пишите об этом в комментариях, оценю потребность и возможно сделаю. Следующий обзор будет на колонку
колонку Tronsmart с последующим розыгрышем этой колонки. Ставьте лайк за труды, подписывайтесь на канал с колоколом. Девайс сюда или нет, польза даст ответ. Добра и удачи вам, дорогие друзья!